Какая криптовалюта приходит вам на ум, если не учитывать биткоин? Уверен, многие из вас подумали о ней, но немногие знают, в чем же состоит ее главная идея. Сейчас я вам расскажу, что же такого скрывает в себе эфир. История эфира началась с появления на свет мальчика, которого назвали Виталием Бутериным. Родился он в России, в городе Коломна. Отец Виталия Дмитрий Бутерин, специалист по информатике. С 10-летнего возраста поощрял своего сына за увлечение программированием. Свой первый компьютер Виталик получил в подарок от отца в 4 года. Он же познакомил своего сына с идеями блокчейна и криптовалют. Мать, Наталья Амелин, разрабатывает образовательные программы по блокчейну и криптовалютам для молодежи по всему миру. В 2001 году семья Бутериных эмигрировала в Канаду. Они поселились в Торонто, где будущий создатель Ethereum ходил в школу с углубленным изучением математики, программирования и экономики, а затем поступил и закончил частное учебное заведение школу Абеляра. В поисках нового направления в жизни в 2011 году Бутерин узнал о биткоине. Он заинтересовался криптовалютой и начал искать возможности заработка на форумах, а также стал автором портала Bitcoin Weekly, посвященного первой криптовалюте. Его публикации привлекли румынского криптоэнтузиаста Михая Алиси, который предложил вместе основать печатный журнал о криптовалюте. Виталий согласился, так он стал одним из учредителей Bitcoin Magazine. 9 из 12 статей в первом номере издания написал Бутерин. В 2012 году Бутерин поступил в университет Уотерлу, ведущий канадский вуз для программистов, но уже в 2013 году его отчислили. Как утверждает сам Бутерин, он активно изучал и писал код в области блокчейна, и на учебу не оставалось времени. В начале 2013 года Виталий поехал в международное путешествие, в том числе, чтобы познакомиться с командами различных криптопроектов. В Израиле он встретился с создателями MasterCoin, первого проекта криптовалюты 2.0. Это стало знаковым событием в биографии Бутерина. Основатель MasterCoin Джон Уиллет известен тем, что провел в 2012 году первое в истории ICO. В white paper проекта он тоже впервые в истории криптовалют описал концепцию смарт-контрактов и некоторые другие идеи, включая DAO, алгоритмические стейблкоины и другие. MasterCoin был первым блокчейн-проектом, который выходил за рамки цифровой валюты и был нацелен на создание платформы для приложений. Но воплотить эту концепцию удалось уже в Ethereum. MasterCoin же переименовали в Omni, и в этой сети впервые выпустили стейблкоин Tether. В ноябре 2013 года Бутерин отправил своим друзьям-криптоэнтузиастам white paper Ethereum. Получив положительный отклик на документ, вместе с некоторыми из них он стал воплощать проект в жизнь. В начале 2014 года команда основала компанию Ethereum Switzerland в Швейцарии. Бутерин обосновал такой выбор тем, что в Швейцарии либеральные законы по отношению к криптовалютам и много потенциальных заказчиков. В этом же году Бутерин публично анонсировал Ethereum на конференции в Майами. Виталик Бутерин выбрал название Ethereum после просмотра списка элементов из научной фантастики в Википедии. Он заявил: «Я сразу понял, что мне это понравилось больше, чем все другие альтернативы, которые я видел. Я полагаю, что выбрал этот вариант, потому что он звучал красиво, и в нем было слово «эфир», относящееся к гипотетической невидимой среде, которая пронизывает Вселенную и позволяет свету путешествовать». В апреле 2014 года Ethereum был формально описан Гэвидом Вудом в так называемой «желтой книге», а неформально его назвали следующим поколением биткоина, или биткоин 2.0. Во второй половине 2014 года Ethereum провел ICO. По итогам токен-сейла удалось получить почти 32 тысячи биткоинов, что равнялось около 19 миллионам долларов на тот момент. Часть эмиссии эфира направили команде разработчиков и в некоммерческий фонд Ethereum Foundation, который позднее стал организацией для развития экосистемы. Первый блок Ethereum был сформирован 20 июля 2015 года. Награда за него составила 72 миллиона эфира, которые были направлены на 9 тысяч кошельков. А собственно блокчейн-платформа была запущена 30 июля 2015 года. После этого проект привлек внимание многих банков как испытательная платформа для изучения смарт-контрактов. Первоначально команда ограничила обмен эфира только на биткоины. В первой версии был установлен лимит эфира в размере 5000. Через несколько дней после запуска лимит был снят. Подразумевалось, что лимит даст дополнительное время майнерам и первым пользователям для установки клиентов. Но как им удалось собрать такое количество денег в рамках ICO? И почему эфир актуален по сей день? Давайте углубимся в структуру Ethereum и технологию смарт-контрактов. Ethereum – это платформа для создания децентрализованных приложений на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов, реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Ethereum изначально создавался не столько как платежная система, сколько как база
база для доступного внедрения технологии блокчейна в сторонние проекты. Главной особенностью блокчейна Ethereum является создание смарт-контрактов. Они оцифровывают договоренности, превращая условия в код, который автоматически выполняется, когда условия контракта соблюдены. Допустим, в реальном мире альтернативой служит юридический договор. В юридических контрактах третьей стороной выступает судебная система страны, где заключен договор. Именно она отвечает за исполнение контракта. Смарт-контракты – это точно такой же договор, только цифровой. Он существует внутри системы Ethereum, и его исполнение гарантируется компьютерной программой, а в фундаменте строгая математическая система. Чтобы построить полноценную экономику, нужен инструмент заключения контрактов и третья сторона, которой доверяют обе стороны сделки. Но идея криптовалюты в том, что люди не хотят доверять банкам или государству. Вот тут-то на сцену выходит Ethereum, предоставляя самодостаточный технический слой, четко и беспристрастно выполняющий все свои функции, вне зависимости от того, доверяет ему или нет. Ethereum расширяет концепцию криптовалюты до криптоэкономики через смарт-контракты. Если основная идея биткоина – это деньги, независимые от государства, то главная идея Ethereum – это экономическая система, независимая от государств. Умные контракты могут использоваться в различных финансовых областях. О своем интересе к платформе заявили различные организации, включая Microsoft, IBM, JP Morgan Chase. Bloomberg Business Week утверждает, что распределенное программное обеспечение Ethereum может быть использовано всеми, кому нужна защита от несанкционированного вмешательства. Вы можете спокойно делать бизнес с кем-то, кого вы не знаете, потому что условия прописаны в умном контракте, встроенном в блокчейн. По данным New York Times, к марту 2016 года были уже десятки функционирующих приложений, построенных на платформе Ethereum. Обновляющийся список и рейтинг приложений на Ethereum можно смотреть на сайте depradar.com. Общий объем транзакций за 2021 год на платформе Ethereum был эквивалентен 12 триллионам долларов. Это больше, чем у Visa и более чем в 2 раза превышает оборот биткоина. На сегодняшний день цена эфира составляет 1900 долларов. Это почти в 200 раз больше, чем его цена в начале 2017 года. А по рыночной капитализации токен занимает второе место среди всех криптовалют с объемом в 230 миллионов долларов. Миллионы людей используют технологию смарт-контрактов, и, безусловно, создание данной технологии является одним из важнейших открытий в сфере криптовалют. А Виталия Бутерина считают одним из важнейших представителей криптоиндустрии, которого регулярно включают в число самых влиятельных людей планеты. Вклад Бутерина признал и Илон Маск, и Герман Греф, а криптоэнтузиасты в Китае и вовсе называют его бог криптовалют. Надеемся, Виталий еще не раз порадует новыми разработками и открытиями в сфере криптовалют в будущем. А на этом все, но перед тем как закончить, хочу напомнить, что у нас есть канал на Яндекс.Дзен, на котором выходит текстовый вариант видео на YouTube. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Также вы можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале.